Приветствую, дорогие зрители! В этом видео будем вязать колеса. Нам потребуется красная и черная плюшевая пряжа. 3 диска я уже связала. Сейчас будем вязать вместе 4-й диск. Итак, крючок 4-очку я беру и красную плюшевую пряжу. Первый ряд. Делаю 2 воздушные петли. Можно делать кольцо амигуруми, но затягивать, конечно, неудобно. Да, можно зажигалочкой, если что, или спичками немножко прижигать вот здесь край, чтобы не обтрепывался. Мне, в принципе, удобно так. 1, 2. И теперь во вторую петелечку от крючка делаем 6 столбиков без накида. Вяжу методом крестики. Вяжу обычно, свободно, не так свободно, как мы вязали боковушки. Вот, то есть, как обычно. 1, 2, 3, 4, 5 и последний, вернее, столбик, 6. Так, провязали первый ряд, 6 петелечек. Беру маркер. Второй ряд, 6 прибавок. Вот этот хвостик я буду ввязывать. Так. Первая. Прибавка. Дальше. Вторая. Прибавка. Третья. Прибавка. 4. Прибавка. 5. Прибавка. И последняя, 6. Прибавка. Провязали второй ряд, 12 петелечек. Теперь третий ряд вяжем. 1 столбик без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. 1, первая, прибавка. 1, вторая, прибавка. Продолжаем. 1, 6, прибавка. Провязали третий ряд, 18 петелечек. 4-й ряд вяжем. 2 столбика без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, первая, прибавка. 1, 2, вторая, прибавка. Продолжаем. 1, 2, 6, прибавка.
Провязали 4-й ряд, 24 петелечки. 5-й ряд вяжем 3 столбика без накида, прибавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 3. Первая прибавка. 1, 2, 3. Вторая прибавка. Продолжаем. 1, 2, 3. Шестая прибавка. Здесь очень важно, чтобы диски были одного размера. Вот, поэтому, когда вяжете, лучше вязать сразу, например, 4 диска провязать, а потом уже вязать шины, чтобы плотность не отличалась. И тем самым размер, чтобы не отличался. Вот. Итак, довязали 5-й ряд. Теперь нам необходимо сделать соединительный столбик. Вот так вот. И петелечку при этом вот эту немножко вытянуть и оставить. Вот так. То есть это нужно будет нам для перехода на черный цвет. То есть вот так петелечку я оставляю. Здесь обрезаю. Итак, вяжем 4 детали. После того, как мы связали 4 детали, 4 диска, сейчас будем вязать шину. Вот одно колесико я уже сделала, чтобы показать, как выглядит. Отсчитываем 3 петелечки, учитывая и вот этот соединительный. То есть это 1, это 2 и это 3. В 3-ю петелечку мы вот сюда выводим черную ниточку. Вот так. Теперь в следующую делаем соединительный, в следующую делаем столбик без накида методом крестики. То есть ниточку я подхватываю сверху крючком. Сделали. Не затягиваем вязание. И следующий под соединительный вводим. Делаем столбик без накида. Вытягиваем петелечку. И теперь берем маркер. Со следующего столбика это у нас будет уже начало ряда. Будем считать. Теперь вот у нас был соединительный столбик сделан, поэтому в следующую петелечку вводим крючок, вводим также, накидываем петелечку. Вот так выглядит. Подхватываем ниточку и делаем столбик без накида. Вот эту вот красную петелечку мы затягиваем аккуратненько, чтобы не порвать. Вот, просто за хвостик подтягиваем. И это у нас уже первый столбик без накида 6-го ряда. То есть 6-й ряд мы провязываем 4 столбика без накида, прибавка, повторяем 6
раз. Вот это был первый столбик. Дальше второй столбик, третий, четвертый, прибавка. Это у нас первая прибавка. Дальше 1, 2, 3, 4, вторая прибавка. Дальше 1, 2, 3, 4, третья прибавка, 1, 2, 3, 4, четвертая прибавка, 1, 2, 3, 4, пятая прибавка, и 1, 2, вот в эту петелечку, из которой мы выводили, 3. Теперь подхватываем под вот эту петелечку, которую выводили, вот так, 4. Вот и переход такой получается. 4. И шестая прибавка. Вот таким способом переход при вязании по спирали, он минимизируется. Вот. Метод этот придумала не я увидела его в интернете, поэтому огромная благодарность автору этого метода. Мне он очень понравился, вот, и я решила его использовать при вязании колес. Итак, это мы провязали 6-й ряд, 36 петелечек. 7-й ряд вяжем 5 столбиков без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4. Петелечки не затягиваем. 5. Первая прибавка. 1. Продолжаем. 3, 4, 5 и 6-я прибавка. Мы провязали 7-й ряд, 42 петелечки. 8-й ряд, 6 столбиков без накида, прибавка. Повторяем 6 раз. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Первая прибавка. 1, 2. Продолжаем. 4, 5, 6. Шестая прибавка. Мы провязали 8 ряд, 48 петелечек. Теперь с 9 по 12 ряд включительно вяжем 48 столбиков без накида. Но прежде чем вязать, я перепроверяю, чтобы колесо вот это вот хорошо помещалось уже в боковушку, которая у нас связана. Вот, чтобы не пришлось тоже потом распускать, если что. Итак, сейчас возьму боковушку и основу, среднюю часть, и проверим размер нашего колеса. Так, вот боковушки и основа. Так как здесь нужно сшивать, прежде чем проверить, нужно сшить, поэтому я буду ориентироваться по вот этим, по задним колесам. Вот, потому что они все равно одинаковые. Итак, для этого я беру вот эту боковушку, вот это капот. По переднему колесу посмотрим. И вот так вот сейчас сложу. Вот так вот прикладываем. Без натяжки, ничего не растягивая. И вкладываю колесико. То есть оно должно как раз свободно сюда помещаться. Вот. Понятно, что когда мы свяжем еще дальше ряды, то оно как раз выпукло. Вот видите, хорошо помещается. То есть оно станет немного больше, но и вот это полотно, когда мы сошьем и его наполним холофайбером, вот это полотно тоже расширится. То есть главное, чтобы вот на данном этапе, вот колесико, как оно есть, вот такое выпуклое, хорошо вот помещалось вот сюда. Вот плотность вязания, значит, выбрана правильно. И тогда продолжаем вязать. И проверим потом уже готовое, когда свяжем. Проверим еще раз. А пока вяжем с 9 по 12 ряд включительно 48 столбиков без накида. Вяжем самостоятельно. И да, еще хотела сказать, то есть мы сверяем в принципе только первое колесо. Сверяем с основой и боковушкой. Остальные колеса просто можно прикладывать уже к готовому. То есть одно проверили сразу, вот так вот свободно, чтобы оно вкладывалось, как только что мы сделали. Потом провязали в готовом виде, проверили. И все, вы видите, что у вас размер колеса правильный. Поэтому все остальные, когда вы вяжете, вот сейчас я покажу. Вот уже есть готовое колесо, которое подходит. Просто вот так вот прикладываете и смотрите. Вот сейчас здесь как раз 48 петель, то есть пойдет вязание уже в ширину. То есть вот все в принципе сходится. Вот. Ну, в принципе, если хотите удостовериться, можно и каждое колесо проверять. Это уже как вам удобно. Вяжем. Я провязала 12 ряд.
Вот так выглядит колесо пока. Дальше продолжаем 13 ряд. Теперь будут убавочки. 6 столбиков без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Убавочку делаю вот так, вытягивая петелечки, и вот 3 вместе убавка. Следующие 1, 2, продолжаем, 4, 5, 6 и 6 убавочка. Провязали 13 ряд, 42 петелечки. 14 ряд, 5 столбиков без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5. Первая убавочка. 1, 2. Продолжаем. 3, 4, 5 и 6 убавочка. Провязали 14 ряд, 36 петелечек. 15 ряд, 4 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 4. Первая убавка. 1, 2, 3, 4. Пряжа так скрипит, жарко на улице. Вторая убавка. И еще 4 раза повторяем до конца ряда. Мы провязали 15 ряд, 30 петелечек. 16 ряд, 3 столбика без накида, убавка. Повторяем 6 раз. 1, 2, 3, 1 убавка. 1. Продолжаем. 2, 3, 6 убавка. Вот 6 убавочка. Мы провязали с вами 16 ряд, 24 петелечки. Теперь наполним холофайбером. Так. Я его наполняю в большей степени по краям. Потому что середина потом здесь будет пуговичкой пристегиваться.
Поэтому, в принципе, основная задача наполнить по окружности. Вот так вот. Плотность выбирайте сами тоже, как вам больше нравится. Сильно плотно или помягче. Вот так наполняю, чтобы серединка здесь была пустая. Когда у вас будет уже колесо, например, второе, можно прикладывать и смотреть, чтобы диаметр сходился. Вот. Вот. Пока, когда будет одно, только первое, то мы его сейчас довяжем, и я покажу, как его проверить. Вот. Наполнили необходимую толщину, плотность и продолжаем вязать. 17 ряд, 2 столбика без накида, убавка, повторяем 6 раз. 1, 2, 1 убавка, 1, 2, 2 убавка, 1, 2, 6 убавка. Провязали 17 ряд, 18 петелечек. 18 ряд, 1 столбик без накида, убавка, повторяем 6 раз. 1, 1 убавка, 1, 2 убавка, продолжаем, 1, 6 убавка. Провязали 18 ряд, 12 петелечек. 19 ряд, 6 убавок. 1 убавка. 2. 3. 4. 5. И последняя. 6 убавка. Теперь вот здесь напротив, так я делаю соединительный столбик.
И вот здесь, чтобы закрепить отверстие. И закрепляю ниточку. Так. Ниточку прячу вовнутрь. Вот такое колесико получилось. Так, маркер вытягиваем. Теперь нам необходим вот такой глазик на безопасном креплении и клей. Можно это сделать, кстати, с помощью ниточки. Просто черной ниткой закрепить. Ну, мне больше нравится вот так. Сюда вставляем в серединку, выводим вот сюда, тоже в центр. Да, если это вяжете уже не первое колесико, то перед этим сверяйте, чтобы они были одинакового размера. Так, теперь наношу клей. Это будет внутри машинки. Эту часть видно не будет, поэтому даже если немного клея попадет сюда, это в принципе не страшно. Так, клей нанесла. Вот, главное, чтобы с вот этой стороны все было аккуратненько. И надеваем на глазик это вот крепление. Хорошо его продавливаем. Вот, чтобы одеть. Вот, надела крепление. И клей сейчас подсохнет и еще лучше зафиксирует положение. Оставляем подсыхать. И пока покажу на другом колесике готовом, как сверить размер. Вот снова взяла нашу основу, среднюю часть и боковушку. Это у нас заднее колесо, это переднее. Сверим по переднему. Можно и то, они в принципе одинаковые. Вот здесь я закреплю маркерами. Вот так. Вот так. И с этой стороны тоже. Вот так. И немножко дальше. Вот так. Вот по сути у нас получится вот такое вот отверстие для колеса. Поэтому я его приложу с этой стороны. Вот. Знаю, на камеру, надеюсь, вам видно. Вот оно очень хорошо все помещается сюда. То есть подходит идеально. Вот я могу его даже вот продеть, вот так вот показать. Вот, надеюсь, видно. То есть когда вот эти части будут сшиты, вот колесо очень хорошо сюда вмещается. И все остальные, когда будете вязать колесики, то есть
следите за тем, чтобы была одна плотность вязания и одна толщина при наполнении. Итак, вяжем 4 колеса, и в следующем видео будем продолжать вязать мелкие детали. Вот. Благодарю всех за просмотр. Надеюсь, все было понятно. Если остались вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях, задавайте. Я постараюсь на все ответить. Желаю всем творческих успехов и хорошего настроения. До встречи!